центре разговора Агнес. Но почему Карт все время смотрит на Дейзи? Здесь есть интересный момент, который очень легко пропустить. Дейзи говорит Карту, она влюбился в тебя. А затем задает еще более прямой вопрос. И как ты это допустил? Сказав это, Дейзи смотрит в другую сторону, а Карт нет. Он продолжает смотреть на нее. Сегодня я хочу разобрать эту сцену буквально по взглядам, потому что чем внимательнее я ее смотрела, тем больше замечала деталей. Кто первым наблюдает за другим? Почему они постоянно смотрят друг на друга именно тогда, когда второй отворачивается? Что меняется после появления конфеты? И почему обычный разговор об Агнес постепенно начинает ощущаться как разговор совсем о другом? Давайте посмотрим на сцену с самого начала. Карт и Дейзи у зубного врача. Что на самом деле происходит между ними? Эта сцена начинается довольно спокойно. Агнес приходит к зубному врачу. Дейзи сопровождает ее, а Карт, как хранитель Агнес, находится рядом. На первый взгляд здесь нет ничего необычного. Но если смотреть не только на разговор, а еще и на поведение Карта и Дейзи, сцена становится намного интереснее. Потому что еще до их разговора камера начинает показывать нам маленькие детали. Дейзи сидит спокойно и почти не двигается, но при этом она смотрит на Карта. А Карт в этот момент выглядит обеспокоенным. На одном из кадров особенно заметны его руки. Одной рукой он держит другую за запястье. Конечно, один такой жест ничего не доказывает, но по его взгляду и выражению лица видно, что Карт о чем-то серьезно думает. Дальше начинается самое интересное. Когда Карт смотрит в сторону, Дейзи продолжает смотреть на него. Но когда внимание Дейзи уходит в другую сторону, уже Карт переводит взгляд на нее. Получается почти незаметная игра взглядов. Они находятся рядом, но редко ловят друг друга на этих взглядах. И камера специально дает нам время увидеть эту маленькую деталь. Конфета меняет разговор. Дальше Дейзи передает Карту конфету, ту самую, которую раньше забрала из комнаты командира. И здесь интересна работа камеры. В нескольких кадрах она задерживается именно на реакции Карта, словно предлагая зрителю обратить внимание не столько на саму конфету, сколько на то, как он реагирует на этот жест. Сам Карт берет конфету спокойно. Он рассматривает ее, а затем возвращает Дейзи. Но она уже раздражена. Она говорит ему посмотреть с другой стороны. И тогда они замечают важную деталь – конфета из Японии. У Карта сразу появляется вопрос, что она делала в комнате командира, то есть конфета. Дейзи отвечает довольно резко, а мне откуда знать? И вот реакция Карта здесь мне особенно интересна. Он не отвечает ей такой же резкостью, не начинает спорить. Он просто некоторое время спокойно смотрит на Дейзи. В ее лице уже чувствуется раздражение, а Карт остается намного спокойнее. И только после этого он снова переводит взгляд на конфету, словно возвращается к работе. Япония, конфета, комната командира. Что все это может означать? И для меня это маленькая, но важная деталь. Они спорят, но уже действуют вместе. Здесь есть еще одно интересное противоречие. Словами Дейзи словно отталкивает Карта. «Висни, это твоя работа». Но что она делает сама? Именно она сохранила конфету. Именно она приносит ее Карту. Именно она замечает деталь, которая помогает ему продолжить поиски ответа. То есть словами она как будто говорит «разбирайся сам», а действиями делает совершенно другое. Она помогает ему разбираться.
поэтому у меня возникает ощущение, что в этой сцене Карт и Дейзи уже начинают действовать как команда. Даже если сами пока этого не замечают, могут спорить, могут говорить довольно резко. Но когда появляется проблема, они все равно начинают разбираться в ней вместе. После этого разговора Дейзи смотрит на Карта и говорит: «И еще будь осторожен с Агнес». Карт спокойно смотрит на нее, а затем снова опускает взгляд на конфету. Можно подумать, что он просто продолжает думать об улике. Но Дейзи не заканчивает разговор. Она продолжает внимательно смотреть на него и говорит: «Она влюбился в тебя». Вот здесь происходит очень важная перемена. До этих слов внимание Карта было направлено на конфету. Но как только Дейзи произносит эту фразу, он сразу поднимает глаза и смотрит на нее, не в сторону, именно на Дейзи. Карт ничего не отвечает. И мне кажется, это молчание здесь работает сильнее любого ответа. Потому что вместо слов режиссер показывает нам его лицо. Небольшая пауза, взгляд. Дейзи в это время тоже внимательно наблюдает за ним, как будто ей важно не просто сообщить Карту об Агнес. Ей интересно увидеть, как он на это воспримет. А затем Дейзи задает еще более прямой вопрос: «И как ты это допустил?» После этих слов происходит маленькая смена ролей. Дейзи отворачивается и смотрит вперед, а Карт продолжает смотреть на нее. И вот этот момент для меня один из самых интересных во всех сцене, потому что формально они говорят об Агнес. Разговор идет о чувствах Агнес к Карту, но камера все больше заставляет нас смотреть на Карта и Дейзи. Затем Карт едва заметно качает головой. Этот жест можно понять по-разному. Возможно, он не согласен со словами Дейзи, а возможно, ему просто нужно время, чтобы понять услышанное. Иногда человек качает головой не потому, что считает другого неправым, а потому, что неожиданная мысль заставляет его задумываться. Интересная реакция самой Дейзи. Она внимательно смотрит на Карта, словно пытается понять, что он почувствовал после ее слов. Она просто наблюдает. Поэтому эта сцена выглядит такой естественной. Если посмотреть на то, что происходит дальше, получается интересная цепочка. Сначала Дейзи говорит: «Будь осторожнее с Агнес». Затем добавляет: «Она влюбился в тебя». После этих слов Карт первым делом смотрит именно на Дейзи и только потом молча качает головой. Возможно, его удивляет не сам мысль, а то, что именно Дейзи смогла это заметить и сказать вслух. Мне кажется, в этой сцене происходит еще одна важная перемена. Если раньше именно Карт внимательно наблюдал за Дейзи и пытался понять ее, то теперь все словно меняется. Теперь уже Дейзи замечает то, чего не замечает сам Карт. Именно поэтому их взгляды становятся главным способом показать эмоции в этой сцене. Режиссер почти не использует слова. Вместо этого он позволяет взглядам, эмоциям и паузам рассказать историю. На то, как Дейзи наблюдает за его реакцией. На то, как Карт реагирует именно на ее слова. И на то, как после ее вопроса она уже отводит глаза, а он продолжает смотреть на нее. Конечно, этот момент можно понять по-разному. Возможно, Дейзи просто беспокоится об Агнес. Возможно, она считает, что Карт должен был раньше заметить ее чувства. Но мне кажется интересным другое. Дейзи говорит об Агнес, однако сама все это время очень внимательно следит за Картом. Она замечает его настроение, замечает его реакции, смотрит, когда он не смотрит на нее, а когда произносит самые личные слова, словно ждет его ответа. И здесь становится особенно заметно, как изменились отношения Карта и Дейзи. Получается очень интересное отражение. Раньше он пытался читать ее, теперь она пытается читать его. Поэтому эта сцена важна. Для меня сила этой сцены именно в том, что режиссер ничего не объясняет прямо. Нам вообще не дают точного ответа, что Карт и Дейзи чувствуют друг другу в этот момент. Вместо этого нам показывают другое. То, на кого смотрит, то первым отводит глаза, то следит за реакцией другого,
кто отвечает резко, а кто вместо спора просто продолжает смотреть. И самое интересное, они говорят об Агнес, но камера снова и снова возвращает наше внимание к Карту и Дейзи. Сначала Дейзи наблюдает за ним, потом он смотрит на нее. Она отворачивается, он снова ловит ее взглядом. Она говорит об Агнес, он реагирует взглядом на Дейзи. Поэтому лично для меня эта сцена не столько про конфету и даже не только про чувства Агнес. Она показывает, что между Картом и Дейзи постепенно появляется новый уровень внимания друг к другу. Они уже не просто находятся рядом по необходимости. Они замечают настроение друг друга, следят за реакциями, помогают друг другу, спорят. И, возможно, именно поэтому режиссер делает их взгляды такими важными, потому что словами эти двое пока почти ничего друг друга не говорят. Зато камера говорит за них. После вопроса «И как ты это допустил?», она перестает смотреть на Карта, поворачивается вперед. Ее лицо почти не меняется, но прежняя мягкость исчезает. Взгляд застывает в одной точке. Губы плотно закрыты. Она выглядит очень собранной, но одновременно напряженной. Особенно интересно, что она отворачивается сразу после личного вопроса. «И как ты это допустил?». Возможно, Дейзи просто раздражена ситуацией с Агнес, но создается и другое ощущение, будто она сказала чуть больше, чем хотела, и теперь сама прекращает зрительный контакт. А Карт в этот момент делает обратное. Дейзи уже смотрит вперед, а он продолжает смотреть на нее. И поэтому возникает очень интересный контраст. Она закрывается, он наблюдает за ее реакцией. И последний взгляд Карта, на мой взгляд, завершает всю эту сцену. Мы не знаем, что именно он понял в этот момент. Возможно, он думает о словах Дейзи про Агнес. А возможно, его внимание привлекла сама реакция Дейзи. Режиссер не дает нам ответа, он просто оставляет этот взгляд. Они говорят о чувствах Агнес, но заканчивается сцена взглядом Карта на Дейзи. Здесь мне особенно интересно ваше мнение. Что увидели вы в этом последнем взгляде Карта? Он просто задумывался над словами Дейзи об Агнес? Или его внимание привлекло именно то, как Дейзи задала этот вопрос и как сразу после этого отвернулась? И еще один вопрос. Как вам кажется, почему Дейзи так внимательно следит за реакцией Карта на ее слова? Напишите свою версию в комментариях. Мне действительно интересно сравнить наши наблюдения, потому что эту сцену можно понять совершенно по-разному. На этом история Карта и Дейзи не заканчивается. В следующем разборе мы посмотрим, что происходит между ними дальше и меняется ли поведение Карта рядом с Дейзи после этого разговора. Если вам нравятся такие подробные разборы взглядов, пауз и маленьких деталей, которые легко пропустить при первом просмотре, подписывайтесь на канал.